Инверсия реальности. Реальность неумолимо передвигает свои кадры по ленте времени. Праздники приходят и уходят. Как жаль, что они так быстро кончаются. Прав был Хемингуэй, праздник нужно всегда носить с собой. Но это редко удается. Он неожиданно куда-то теряется, и все краски жизни меркнут. На душе пустота и гнетущая тоска, иногда объяснимая, иногда не имеющая под собой видимых причин. Самое неприятное в том, что мир погружается во мрак стремительно и охотно, а просветление выплывает очень медленно после томительного ожидания. Склонность человека к негативизму делает свое черное дело. Угнетенность – это состояние единства души и разума в том, что человеку плохо. В таком случае внешнее намерение неуклонно сдвигает реальность в темные области пространства вариантов. Зеркало реагирует быстро, без промедления. А просветление потом долго не появляется, потому что человеку плохо, и он своим отношением все больше раскрашивает слой своего мира в черные краски. Иногда бывает так скверно, что нет сил даже вспоминать о трансерфинге или о чем-то подобном. Как вырваться из этого заколдованного круга и выправить реальность? В общем-то, практически достаточно трудно. И все же имеется один радикальный метод под названием инверсия реальности. Было это очень давно, но совсем недавно, всего 20 лет назад. В то время мы, студенты физики, учились на положительно жутком факультете, где преподаватели зверствовали со всем неистовством пещерного века. На курс набирались 75 человек, а до финиша доходили не более 25. В таких условиях работал закон «хочешь жить, умей смеяться». Мы тогда придумали игру, о которой я впоследствии позабыл и лишь потом понял. Велась она по всем правилам трансерфинга. Суть игры заключалась в том, чтобы перевернуть отношение к ситуации с ног на голову, то есть проделать своего рода инверсию. Если человеку плохо, правило маятника заставляет его страдать, тревожиться, гнуться под грузом проблем, пускаться во все тяжкие. А правила нашей игры утверждали, что надо сделать совсем наоборот. Как мы это делали, судите сами. Я испытал очень радостное разочарование. Дело в том, что случилась необыкновенно счастливая беда. Произошло нечто непоправимое, отчего мои дела сразу пошли в гору. Какой-то симпатичный джентльмен на своей машине очаровательно облил меня грязью. Все мои попытки были напрасны, и это явилось залогом успеха. Она меня не любит. Нет, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Зараза искусно притворяется. Он меня бросил. Я ржала, как буденовская лошадь. Ну и так далее, в том же стиле, со всевозможными изощрениями. Единственное, что мешало, это истерический хохот, сопровождавший все эти трансформации неудач. На лекциях никто тебе не позволит гоготать, поэтому сдавленный смех превращался в какое-то урчание, хрюканье, фырканье, приступы рвоты, бульканье и прочие звуки, которые способны издавать копытные и земноводные существа. На перемене накопленная таким образом энергия выливалась в совершенно идиотский вой, вполне в кастанедовском духе. Что при этом происходит с точки зрения трансерфинга, вы понимаете сами. Во-первых, сразу же сбрасывается всякая важность и пропадают избыточные потенциалы. Во-вторых, параметры излучения мысленной энергии восторга, хоть и идиотского, никак не соответствуют печальным линиям жизни, поэтому переход осуществляется незамедлительно. Зеркало реагирует быстро, потому что душа и разум наконец вздохнули с облегчением. В результате реальность выправляется. Как-то раз нам предстоял экзамен по теории вероятности. Преподаватель страшный человек, мягко выражаясь. В студенческом общежитии ночь перед экзаменом. Зловещая ночь. Мы с приятелями ломаем голову, как выправить ситуацию. Кто знает, что такое вероятность и как ее вычислять, это есть тайна, покрытая мраком. А наши-то, клячи, сидят, зубрят. Но нам это не годится. Мужчины мы или кто? Недоношенные ублюдки, просунула голову в дверь подслушавшая разговор кляча. Молчи, несчастная, мы джентльмены. Засранцы. Молодые ученые. Дебилы. В общем, кто-то подал идею всю ночь резаться в преферанс, и ее приняли.
Я тогда сказал: «Нет, ребятки, для меня это уж слишком», я пошел спать. Но джентльмены нарядились в костюмы с галстуками и, как положено, с сигарами во рту, дешевыми, и с бутылками какой-то сомнительной жидкости на столе, уселись за карты. Утром я их застал за тем же столом. «Идиоты», — говорю, — «ничего у вас не выйдет». Но они встали, встряхнулись и пошли на смерть. В результате у них действительно ничего не вышло. Они получили по тройке. Зато у меня совсем другое дело. Я получил пару. Поистине это была удача. Как они мне завидовали. Они все приставали, заглядывали в глаза и с трепетом выспрашивали, как мне это удалось. А я ходил с гордо поднятой головой. Вот видите, я же вам говорил. Надеюсь, вы понимаете, джентльмены, в какое место я желаю вам засунуть эти жалкие тройки. В тот день мы с размахом отпраздновали мою победу. Повеселились на славу. А на следующий день я пошел и пересдал экзамен на 5. Вот и все. Можете не сомневаться, это не вымысел. Если инверсия выполнена качественно, результат не заставит себя ждать. Ну а если настроение настолько скверное, что инверсию делать просто невмоготу, тогда надо сделать себе настроение еще хуже, довести его до гротеска, до абсурда. Если контрастность слайда довести до максимума, он в какой-то момент превратится в негатив. Мы это делали примерно так. У девушки депрессия. Для усугубления ситуации она одевается во все черное и объявляет, что у нее траур. Все подходят, выражают ей свое сочувствие, интересуются, каким образом она решила покончить с собой и когда это произойдет. Наконец, вокруг нее собирается горстка негодяев, которые начинают заунывно тянуть скорбную песнь с причитаниями, подвыванием, заламыванием рук, в общем, все по полной программе, как у приличных дикарей. Постепенно дикарская песня переходит в протяжный вой, потом в натуральный собачий лай и в конечном итоге, когда уже нет сил терпеть, все, включая даму в черном, начинают гоготать как ненормальные. Конечно, все просто, если есть такая веселая компания. Но когда человек один, ему придется справляться с этим самому. Способы это уж кому как нравится. Шутки в сторону. Надо действительно довести свое состояние до абсурда. Не стоит только делать это с помощью средств, изменяющих состояние сознания, иначе будет действительно плохо. Но вообще мне лично метод контраста в одиночку не нравится, поэтому я вам его не рекомендую, а привожу только для информации. Гнетущее, тягостное состояние свидетельствует о крайне низком уровне энергии намерения. Лучше держать свою энергетику на должном уровне, тогда депрессивных состояний не будет совсем. Как видите, инверсия реальности очень похожа на принцип координации намерения. Разница только в том, что инверсия более радикальна и наполнена юмором.